Приветствую вас, коллеги! Представьте классическую картину. Вы запускаете станок, процесс идет штатно, и вдруг в цеху раздается резкий сухой хруст. Дорогое сверло сломано, деталь стоимостью в десятки тысяч рублей отправляется в брак, а смена безнадежно сорвана. Почему даже опытные мастера с годами работы продолжают совершать банальные ошибки, которые буквально уничтожают режущий инструмент? Сегодня мы разберем топ-5 технологических ошибок, которые ежедневно совершаются на производстве. Также разберем условия их устранения. Но для начала давайте вспомним, с каким удивительным инструментом мы имеем дело на самом деле. Спиральное сверло. Это шедевр инженерной мысли, а не просто кусок заточенной стали. В современных обрабатывающих центрах оно обеспечивает колоссальную производительность. Мы сверлим валы, втулки, фланцы, работаем на радиально-сверлильных и токарных станках, используем кондуктора для жесткости. Кажется, что при такой технологической мощи сломать инструмент невозможно. Однако разрушение сверла складывается задолго до того, как оно коснется металла детали. И начинается все в кабинетах тех, кто отвечает за закупки. Первая критическая ошибка – это покупка дешевых сверл. Отдел снабжения празднует победу, сэкономив 10% бюджета. Но каждый инженер знает, это мнимая экономия, и она оборачивается стопроцентным ущербом. Дешевый инструмент – это всегда отвратительная жесткость конструкции, плохая геометрия и низкокачественное покрытие, которая задирается при первом же проходе. Но если бы дело ограничивалось только плохой стойкостью. Настоящие проблемы начинаются, когда мы подвергаем такое сверло реальным силам резания. Под нагрузкой дешевый инструмент ведет себя непредсказуемо. В моей практике были случаи, когда сверло буквально скручивалось в обратную сторону и изгибалось прямо внутри отверстия, словно оно было сделано из мягкого пластилина. Геометрия нарушается мгновенно, сверло заклинивает и ломается. Но даже если сталь хвостовика выдерживает нагрузку на скручивание, дешевое происхождение инструмента нанесет удар с другой, самой неожиданной стороны. Базовая поверхность дешевого сверла выполнена с грубыми отклонениями. Хвостовик криво садится в зажимной патрон, из-за чего возникает радиальное биение. Сверло начинает вибрировать, разбивать отверстия, полностью искажая шероховатость поверхности и точность размера. Качественный инструмент лишен этих дефектов, он садится в оснастку идеально ровно. И это окупает его высокую стоимость. Но знаете ли вы, как именно дорогое сверло бережет ваши деньги при регулярной работе в серийном производстве? Давайте сопоставим цифры. Дешевое сверло после 10 деталей изнашивается по задней поверхности на полмиллиметра, а то и больше. Кромка стерта практически в ноль. Качественный инструмент после 50 деталей имеет износ всего в 0,05 мм. Мы отдаем его на принудительную переточку, снимаем тончайшую десятую долю миллиметра и снова пускаем в работу. Качественное сверло живет в десятки раз дольше благодаря многократным щадящим переточкам. Но даже лучший инструмент превратится в металлолом, если заставить его работать на запредельных режимах. Вторая роковая ошибка – это безграмотный выбор режимов резания. Подача и обороты сверла должны находиться в строгом балансе. Когда инструмент начинает гореть, неопытный рабочий совершает глупость. Он одновременно снижает и подачу, и частоту вращения. В итоге физика процесса не меняется, производительность падает, а износ только увеличивается. Чтобы спасти сверло, нужно уметь ювелирно управлять этими параметрами, учитывая свойства обрабатываемого материала. Зарубите себе на носу. Чем выше твердость материала заготовки, тем меньше должны быть обороты сверла. На производстве мы часто не знаем точную твердость детали, она может плавать в пределах от 170 до 300 единиц по Брюнелю. Если вы видите, что резание идет тяжело, снижайте обороты, но сохраняйте подачу на нужном уровне, чтобы сверло резало, а не терлось о металл. Однако даже идеальный расчет режимов может разбиться о коварство структуры самой заготовки. Металл – это живой материал.
В одной партии заготовок вам может попасться деталь с подкаленной коркой или локальной пятнистой твердостью. Расчетные режимы и справочника в этот момент перестают работать. Настоящий профессионал должен чувствовать станок и корректировать обороты прямо в процессе обработки, подстраиваясь под конкретную плавку. Но что произойдет, если с идеальными режимами вы решите прошить глубокое отверстие за один непрерывный проход? И тут мы видим третью популярную ошибку – это сверление на большую глубину без остановки. Если глубина отверстия составляет пару диаметров, проблем не будет. Но когда глубина переваливает за 7-8 диаметров, непрерывный проход становится смертным приговором для вашего сверла. Длинная стружка забивает винтовые канавки, прессуется там и блокирует выход тепла и намертво заклинивает инструмент. Чтобы этого не произошло, мы обязаны использовать особый ритм работы. А какой, вы точно будете знать, если ознакомитесь с моими закрытыми видео на Boosty. Там каждый найдет видео для себя. Заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. Для сохранения инструмента мы используем так называемое шаговое сверление с периодическим выводом инструмента. Допустим, глубина отверстия 150 мм. Первый проход мы делаем ровно на 30%, это 50 мм, после чего полностью выводим сверло наружу, сбрасываем стружку, второй проход до 60% и снова вывод, и только на третьем шаге мы доходим до нашей финальной точки сверления. Но как восстановить геометрию, если кромка со временем все-таки затупилась? Четвертый технологический, так сказать, грех – это плохая кустарная заточка сверл от руки. Многие заточники надеются на свой глазомер, но металлообработка не прощает неточности. Если режущие кромки заточены несимметрично, вся нагрузка пойдет на одну сторону. Сверло начнет уводить, разбивая диаметр отверстия, и в итоге оно просто лопнет под давлением. Каждый металл требует строго определенного угла вершины сверла. И эти углы нужно знать наизусть или просто сделать скриншот из следующего слайда. Запомните эти цифры. Для серого чугуна угол заточки составляет 116 градусов. Для стальных паковок 125. Мягкая бронза и латунь требуют тупого угла в 130-140 градусов, как и вязкий алюминий. А вот хрупкие пластмассы мы режем острым углом всего в 50-60 градусов. Но даже если вы идеально выставили угол на приспособление для заточки, одно неловкое движение у заточного станка может полностью уничтожить структуру металла. Эта невидимая опасность называется прижогом. Стоит вам сильнее обычного прижать сверло к вращающемуся заточному кругу, как в зоне контакта мгновенно вспыхивает температура отпуска стали. На кромке появляются синие разводы цвета побежалости. Металл становится мягким, его твердость падает в разы. Такое сверло сядет на первой же детали, а его обломок останется внутри отверстия навсегда. Но даже идеальная заточка бессильна, если в зоне резания закипит СОЖ. Пятая ошибка – это отсутствие или неправильная подача смазочно-охлаждающей жидкости. Вот такой интересный рисунок нарисовала нейросеть. То есть она показывает в том, что внутри сверло полностью недоступно к охлаждению. Многие охлаждают сверло водой или хуже того мажут салом. Это недопустимо. Нужна качественная специализированная эмульсия, подаваемая обильной струей прямо в зону резания. Однако при глубоком сверлении обычный полив сверху – это чистой воды самообман. Да, вроде брызги, да, вроде много СОЖ, но толку нет. Выходящая стружка просто выталкивает жидкость наружу, оставляя вершину сверла сухой. Как же доставить охлаждение на глубину в десятки миллиметров? Прерывистая подача СОЖ – главный враг инструмента при сверлении. Металл нагревается, затем на него резко попадает холодная капля. Происходит термошок, образуется микротрещина и кромка выкрашивается. Для глубинного сверления мы обязаны применять инструмент с внутренними каналами. СОЖ под давлением подается сквозь тело сверла прямо к режущим кромкам, мгновенно охлаждая их и вымывая стружку наружу. Да, такое сверло стоит дороже, но оно работает намного дольше. Теперь вы знаете, друзья, все секреты стойкости сверла. Готовы ли вы их применить у себя в цехе? У меня там все, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, переходите на Boosty и всем добра.
Пока-пока.